Всем привет! С вами Гидар, и сегодня я вам расскажу, как подготовиться к ЕГЭ, как у меня проходит подготовка. Разберем мои ошибки, второе, как распланировать свой день, чтобы регулярно заниматься и не перегореть. Третье, лайфхаки от меня, эффективные. Так, сперва надо понять, нужно ли тебе сдавать ЕГЭ. Вот на самом деле нужно ли тебе сдавать ЕГЭ? На этот вопрос легко ответить, если ты ответишь, на кого ты хочешь работать, на дядю или на себя. На себя, значит, тебе нужно открывать бизнес, быть предпринимателем. А если на дядю, то мне нужна корочка. Тебе нужна корочка, чтобы показать этому дяде, что у тебя есть вот документ, он посмотрит и поймет, что ты учился, что ты тебя весь возьмут и понимают, что ты никуда не уйдешь, ты будешь заниматься, делать свою работу, а то не так, чтобы тебя взяли, протестировали, ты не подошел и ушел, вот так, или ты самостоятельно. Потом, сколько надо посмотреть, куда ты хочешь поступить, и на сайтах этого вуза посмотреть, сколько баллов в общем нужно. Например, тебе нужно 240 баллов. Для этого тебе надо по 3 предметам, например, физика, математика и русский, сдавать по 80. Но на самом деле тебе не нужно 240, тебе надо 285 по каждым предметам, то есть 255, чтобы точно быть уверен, что ты сдашь ЕГЭ на 240, потому что бывает то, что ты делаешь забываешь ошибки, элементарные ошибки. Я, например, по математике забыл поставить минус, и все, минус балл. Это вторичных 3-5 баллов. Вот из-за этого надо быть, во-первых, внимательным. Просто ЕГЭ — это внимательность. Любую задачу делаешь, пересчитывай задание, потому что там бывает, что ты делаешь там автоматически, а там написано, например, выбрать неправильный ответ, а ты выбирал правильный, и все, минус. Или как у меня сегодня было, что в 14 уравнении я вместо меньше нуля поставил больше нуля. И все. 2 балла. А столько заданий, столько времени было уделено, а 0. Вот так ЕГЭ просто ломает человека, когда он невнимателен. Потом, я расскажу, как я готов. Во-первых, количество времени, которое я потратил сейчас за 4-5 месяцев, это около 700 часов, если округлять. И бывает то, что, сейчас покажу на диаграмме, то, что у тебя колеблется. У меня дни, если рассматривать год по дням, количество часов, которые я трачу ЕГЭ, у меня как бешеное сердцебиение. Это из-за того, что нерегулярно. Надо готовиться регулярно. Просто хотя бы каждый день по 3 часа регулярно, чем в один день 9 часов, другой 2, а то 0. Потому что если сумму сложить, у тебя все равно будет меньше. Например, один человек готовится каждый день по 5 часов регулярно, не больше и не меньше. А другой один день то 9 часов, другой 3, а в третий 4, а в шестой 6. В пятый 6. И получается у него среднего меньше, чем у того, который готовится каждый день по 5 часов. Там 3 сколько-то. Потом надо не только количество времени измерять, но и эффективность. Потому что можно тратить очень много времени, но готовиться неэффективно. И вам надо понять, как вы хотите подготовиться, самостоятельно или с репетитором. Если с репетитором, я рекомендую онлайн репетиторы, потому что, во-первых, они дешевле, они могут дать больше знаний, чем
а, репетиторы, которые на дому приходят, и тебе не надо думать. Самое главное, плюс репетитора, если ты выбираешь хорошего, тебе не нужно вообще думать. Он дает тебе задание, ты просмотрел, сделал, сдаешь, он проверяет, показывает твои ошибки, и все окей. Тебе не надо думать, что вот сегодня надо пройти там 11 задачу, там функции, вот это вот просто выбрасываешь. А самостоятельно там надо сперва разобраться, как список сделать, как готовиться. Для этого тебе поможет FIPI, там есть кодификаторы специальные и демо. Там все расписано, но там не структурировано. Вот при репетиторе все структурировано. Есть хороший репетитор. Я потом порекомендую вам репетитор, на котором я сам готовлюсь. Так, получается, я сдаю 3 предмета. Это математика, физика и русский. А математика профиль. И мне нужно сдать вот как раз 240 баллов, как минимум. А лучше больше. Я знаю свои прогресс, там, получается, например, первый пробник по русскому я написал 47 вторичных баллов. Это очень мало. Сейчас я пишу около 60. Это тоже мало. Физика и математика. Математика уже 72 могу написать. Физика тоже 70, около того. Пока что я не прошел все темы. Мне нужно пройти по физике оптику, там, магнетизм полностью пройти и повторить все. Вроде все. А у математики там вторую часть надо эффективнее работать. И, конечно, снова напоминаю, надо быть внимательным, потому что постоянно делаешь одни и те же ошибки. Они еще элементарные. Вот попробуйте прочитать 2 раза. Вообще 3 раза читайте вопрос. Во-первых, когда 2 раза, чтобы понять первоначально. Потом, когда сделал, 3 раза, чтобы зафиксировать ответ. Какой ответ нужно записать. Потому что вот столько стараний, усилий делаешь, и ты написал неправильный ответ. Все, 0. Просто 0. Так, что рассказать. Почему проблема в русском? Потому что, во-первых, из-за языка мне трудно разговаривать на русском. Несмотря на то, что я читаю сейчас регулярно и постоянно, я могу неправильно разговаривать. Вот. Наверное, вы замечаете сейчас. Так, я сейчас вам выведу диаграмму. Это получается по годовой, опять же. Это по месяцам, по предметам. Вот. Получается, еще каждому предмету уделяйте одно и то же время. Потому что, как видите, у меня по физике там идет сперва мало, а потом очень много. И получается, у меня другие предметы остаются. Потому что сейчас я уделил физику около 250 часов, а математика и русский 220. Вот так. Сейчас разберем мои цели. Во-первых, моя цель это поступить в МИИ, политех или так, еще какой есть университет, Мехмат, если не ошибаюсь. Вот. Для меня нужно факультет ядерный факультет. Как я уже говорил, 240 баллов. Будем стараться. Вот я определился с целью. У меня есть цель. Я понимаю, что мне нужно сейчас делать. И я знаю, сколько у меня дней осталось. У меня сейчас 69 дней. Я проработал 680 часов. И я хочу поработать до 1200 часов за это время. Вот. И мне, получается, сейчас нужно по 5 часов, даже по 6 часов уделять в день к подготовке, чтобы эффективно подготовиться. Потом, какие у меня ошибки? Опять же,
самая большая ошибка — это невнимательность. Вот это самый первый. Без этого никак. Вот ЕГЭ надо быть полностью концентрированным и несколько раз проверять одно и то же, несмотря на то, что вы уверены, что там правильно. Еще раз проверьте, потому что вот я тоже так же делал. Вот я проверил, я говорю, правильно, но ошибка у меня была в том, что теория, на котором я основывался, не была правильной. Ответ, конечно, теория правильная, но теория, которую я хотел сделать, неправильно. Вот так просто. Баллы просто сгоряют. Потом надо поставить приоритет, что тебе в данный момент важно. Потому что физически ты сейчас не можешь готовиться по 12 часов, потом еще в учебе там, чтобы отличником быть, если ты там троечник. Ну, у всех индивидуально, но для меня, например, отличником стать труднее. Вот. Потом надо отбросить все ненужные вещи, которые тебя отвлекают, там, несрочные, ненужные действия. Потому что это отнимает очень много времени. Если ты даже думаешь, выйду на 5 минут и все, ты там час потратишь и ничего не получишь взамен. Я рекомендую вот с утра начать подготовку. Да, у нас школа, у всех школа, но вот, например, я 3 месяца или 2 месяца около того не ходил в школу. Просто с родителями наговорился, не ходил в школу. Потом все равно меня заставили ходить, сейчас я хожу. Но вместо того, чтобы я учиться в школе, там предметы, биология, химия, я вообще ничего не делал. Вообще, даже домашние задания. Я их даже не слушаю. Наушники одеваю, ставлю телефон, смотрю и делаю. Я за это время, получается, с утра до обеда 4 часа занимаюсь. Могу 4 часа эффективно заниматься. А на переменах я, конечно, хожу, отдыхаю. Вот. Потом днем у меня, конечно, тоже есть дела, там уборка, хозяйство домашнее. И после этого я снова делаю работу. У меня получается время сейчас около 6 часов. Вот. У вас примерно так же должно быть. Лучше, конечно, больше, потому что, но не перестараться. Вот я долгое время перестраивался. Я с утра делал там 4 часа, потом днем еще 2 часа, еще вечером там 3 часа. И получилось у меня от 8 до 10 часов я готовился, и потом ночью в 3 ночи я только засыпал. Потом в школу ушел. Это просто пипец был. У меня 7 дней я так делал, и после этого у меня голова начала болеть. И с температурой я ляг, короче. Вот. И лучше так не делать. И больше работайте, и больше отдыхайте. Нужно эффективно отдыхать тоже. Потому что вот зайти там ТикТок, там Инстаграм посмотреть, это не отдых. Потому что идите, пробежитесь, погуляйте, там, рисование на это, займитесь. Не бросайте свои хобби. Вот несмотря на то, что там ЕГЭ надо готовиться, не бросайте. Потому что без этого вы никак не сможете подготовиться. Потому что во время отдыха ваши мысли структурируются. Вы начинаете понимать задачи. Вот, там, пошли, погуляй, и задумываясь о задаче, и вы со временем понимаете эту задачу, как и что делать. Вот у вас начинает работать, скажем, воображение. Как лампочка вспыхнет. Тынь. Вот. Еще вот я чуть не забыл. Посмотрите, если при поступлении в ВУЗ ДВИ, дополнительный вступительный экзамен. Это тоже важно, потому что чтобы поступить
чтобы поступить. Я уже сказал, моя ошибка — это невнимательность, это нерегулярность. Надо регулярно готовиться. Бывает, что вот ты забросил, ну, сказал себе, отдохну на 2-3 дня. И все, ты забрашиваешь свой режим на месяц, на неделю. Как минимум на неделю. Если ты нерегулярно будешь работать. Там, сегодня не сделал, завтра не сделал. И уже все, неделя пропала. Вот так работает психология. И занимайтесь спортом. Вот без этого никак. Потому что вот мне ночью очень трудно уснуть. Если я не занимаюсь спортом, я думаю о ЕГЭ, как там готовиться, что нужно делать. И эти мысли просто меня загружают. Лучше это все записывать в блокнот. Вот. Рекомендую вести дневник. И еще хочу рассказать о своих впечатлениях при подготовке к ЕГЭ. Представляете, я 18-летний парень плакал из-за этого. Я боялся, что не смогу сдать ЕГЭ. Потому что на самом деле ЕГЭ — это огромный стресс для школьников. Потому что тебе нужно такое количество информации усвоить, понять и быть внимательным. Регулярно работать. Обычно такого действия не делают школьники. По 5-6 часов в неделю каждый день к работе. Чуть не забыл, ставьте лайк, чтобы получить продолжение. Если это видео наберет 5 лайков, я расскажу, как я сдал ЕГЭ, на сколько баллов. Это скоро будет через 3-4 месяца.